По итогам противостояния между Российской и Османской империей в состав Российской империи вошел весь Кавказ и Закавказье, вместе с населявшими эти территории народами, среди которых были грузины и абхазы. В составе Российской империи оба народа жили бок о бок и достаточно мирно сосуществовали. Но в 1917 году в результате февральской революции Российской империи не стало. Так как правительство Российской Республики, которое пришла на смену Российской империи, не контролировало ситуацию в стране, многие населявшие ее народы получили шанс на создание собственных национальных государств. 28 ноября 1917 года для управления Закавказьем создается Закавказский комиссариат, который размещался в Тифлисе. Следует упомянуть о том, что еще в мае в Сухумском округе был создан окружной комитет большевиков, целью которого было установление советской власти. В марте 1918 года Сухумский комитет большевиков поднял восстание против Закавказского комиссариата. Несмотря на то, что большевики не могли похвастаться наличием крупных вооруженных формирований, 8 апреля 1918 года им удается занять Сухум и провозгласить в Сухумском округе советскую власть. Впрочем, советская власть продержалась в Сухумском округе недолго. Уже 17 мая войска Закавказского сейма, пришедшего на смену Закавказскому комиссариату, занимают Сухум. А 26 мая 1918 года, после провозглашения Грузинской Демократической Республики, Сухумский округ становится ее частью. Следует упомянуть о том, что в 1920 году Советская Россия предприняла попытку установить советскую власть в Грузии, но эта попытка оказалась неудачной, после чего был подписан Советско-грузинский договор, по которому Грузия обещала не давать убежище силам, враждебным Советской России, в обмен на признание независимости Грузинской Демократической Республики в ее текущих границах. К сожалению, для Грузинской Демократической Республики времена были такие, что остановить советизацию бывших территорий Российской империи было невозможно. И 12 февраля 1921 года войска Советской России вторгаются на территорию Грузии с трех направлений. Уже 25 февраля 1921 года, после вступления Красной Армии в Тбилиси, была провозглашена Социалистическая Советская Республика Грузия. А 28 марта 1921 года, после занятия Красной Армией Сухумского округа, провозглашается Социалистическая Советская Республика Абхазия. 16 декабря 1921 года подписывается соглашение, согласно которому Социалистическая Советская Республика Абхазия входила на договорных началах в состав Социалистической Советской Республики Грузия. 12 марта 1922 года три социалистические республики, а именно Азербайджан, Армения и Грузия, образуют Союз Закавказских Советских Социалистических Республик, который позже преобразуется в Закавказскую Социалистическую Федеративную Республику и входит в состав СССР. В конце 1920-х годов в СССР начался процесс централизации власти, который заключался в сужении прав автономных образований и национальных республик. В результате проводимых реформ статус Социалистической Советской Республики Абхазия был понижен до автономной республики в составе Грузинской Республики. В 1936 году была упразднена Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, а на ее месте появилась Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР. Ради справедливости следует упомянуть о том, что абхазы негативно восприняли понижение статуса их республики, и местное население организовывало массовые выступления с требованием выхода Абхазии из состава Грузинской ССР. Эти выступления проходили в 1957 году, а также в 1967 и в 1978 годах. Но в те времена СССР был силен, и добиться каких-либо уступок от советского правительства при помощи массовых выступлений было невозможно. Ситуация изменилась во время перестройки. 18 марта 1989 года в селе Лыхны был проведен сход абхазского народа, в котором приняло участие около 30 тысяч человек.
На этом съезде было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузинской ССР и возвращении статуса Советской Республики. Уже 15-16 июля 1989 года в Сухуми произошли первые столкновения между абхазами и грузинами, в ходе которых погибло около 16 человек. Разрастание конфликта в этот раз удалось предотвратить благодаря тому, что Верховный Совет Грузии пошел на уступки абхазскому руководству. Впрочем, период относительного спокойствия продолжился недолго, так как 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии под руководством Гамсахурдии провозгласил восстановление действия Конституции Грузинской Демократической Республики, принятой в 1918 году. Этот шаг грузинского руководства восприняли в штыки руководители Юго-Осетинской области, Аджарии и Абхазии. Причина беспокойства абхазского руководства заключалась в том, что Конституция 1918 года провозглашала Грузию унитарным государством и исключала существование территориальных автономий. Таким образом, представители немногочисленного абхазского этноса восприняли действия Верховного Совета Грузии как начало курса на ассимиляцию. В январе 1992 года избранный президент Грузии Гамсахурдия был свергнут группой заговорщиков, которые после захвата власти пригласили вернуться в Грузию Эдуарда Шеварднадзе, известного на международной арене политического деятеля. Уже 21 февраля 1992 года новая власть Грузии объявила об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 года и восстановлении Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года с поправками, которые предполагали сохранение автономного статуса Аджарии, Абхазии и Юго-Осетинской области. Шеварднадзе прибыл в Грузию в начале весны 1992 года и возглавил выполняющий роль Временного правительства Государственный совет. Так как в этот совет помимо Шеварднадзе входили и свергнувшие законного президента заговорщики, это стало формальным поводом для автономии считать принимаемые им решения нелегитимными. На момент прибытия Шеварднадзе в страну Государственный совет контролировал практически всю территорию Грузии, помимо Юго-Осетинской области, Абхазии, Аджарии, а также города Зугдиди, который контролировали вооруженные сторонники свергнутого президента. 9 мая 1992 года в Сухуми был создан Совет национального единства Абхазии, который призвал население воспрепятствовать узурпации власти заговорщиками. Уже 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии отменил Конституцию Абхазской АССР 1978 года и восстановил действие Конституции СССР Абхазия 1925 года, тем самым повысив статус республики в составе Грузии с автономного до договорного. Государственный совет Грузии уже спустя 2 дня аннулировал это постановление Абхазского Верховного Совета, на что абхазские власти заявили, что так как Государственный совет Грузии является нелегитимным, то и принимаемые им решения не обладают законной силой. В этот же период активизировались и сторонники свергнутого президента. Они начали совершать диверсии и нападения на представителей находившегося у власти Государственного совета. Им удалось похитить заместителя премьер-министра Грузии, который приехал к ним для переговоров. Также на встрече в Зугдиди им удалось взять в плен еще 12 государственных деятелей Грузии, которые были на стороне Государственного совета. 10 августа 1992 года вместо борьбы со сторонниками свергнутого президента, Государственный совет Грузии принимает решение о вводе войск в Абхазию для наведения государственного порядка. В качестве повода для ввода войск была озвучена необходимость охраны железной дороги, которая была единственным маршрутом транспортировки грузов из России в Армению, находившуюся в состоянии войны с Азербайджаном. Шеварднадзе лично созвонился с главой Верховного Совета Абхазии и сообщил ему о предстоящем вводе войск. Многие исследователи сходятся во мнении, что сам Шеварднадзе не обладал возможностью контролировать грузинские вооруженные отряды, которые подчинялись его партнерам по власти.
14 августа 1992 года отряды Грузинской национальной гвардии вторглись на территорию Абхазии. Грузинская группировка состояла из 2000 солдат, 58 единиц бронетехники, нескольких установок «Град» и «Ураган», а также небольшого количества артиллерии. Вся эта бронетехника досталась Грузии после распада СССР. Грузинские части начали движение по трассе Зугдиди-Сухуми, не встречая никакого сопротивления. Первое столкновение произошло в Ачамчирском районе, но абхазам не удалось остановить превосходящие их по численности и вооружению грузинские части. 15 августа поблизости от поселка Гантиади высадился грузинский десант, который взял под контроль абхазо-российскую границу. Затем грузинский десант, не встречая особого сопротивления, занял город Гагры и прилегающие территории. Основная группировка грузинских войск, достигнув окрестностей города Сухуми, остановилась, после чего начались переговоры. В этих переговорах принимали участие лидеры обоих сторон, но они так и не принесли никакого результата. Первые столкновения между грузинскими и абхазскими частями произошло поблизости от Красного моста, что привело к жертвам с обеих сторон. Абхазское руководство прекрасно понимало, что местные части, вооруженные лишь стрелковым оружием и самодельными броневиками, не смогут удержать Сухуми, из-за чего было принято решение покинуть город. После ухода абхазских воинских формирований из города грузинские части заняли Сухуми, после чего они продвинулись вплоть до реки Гумиста. В это время правительство Абхазии вместе с абхазскими воинскими соединениями перебазировалось в Гудаутский район. В этот район начали прибывать добровольцы со стороны Конфедерации горских народов Кавказа. Президент России, наблюдая за разгоравшимся конфликтом, связался с грузинским президентом с предложением помочь мирно урегулировать конфликт. После неудачной атаки грузинских частей на село Эшера, Шеварднадзе согласился на предложение российского президента, после чего начались переговоры. Так как позиции у сторон кардинально отличались друг от друга, договориться о мирном решении конфликта не удалось. Все время, пока шли переговоры, абхазские вооруженные части получали подкрепление со стороны Конфедерации горских народов Кавказа, после чего, собравшись силами, в октябре 1992 года абхазские части берут штурмом город Гагры, что позволило им установить контроль над стратегически важной территорией, прилегавшей к российской границе. Это, в свою очередь, позволило наладить линии снабжения с Конфедерацией горских народов, которая поддерживала абхазов в войне. 27 июля 1993 года абхазские части начали наступление на Сухуми. Во время этого наступления абхазы обладали не только стрелковым, но и тяжелым вооружением, происхождение которого до сих пор является спорным вопросом. Грузинская сторона заявляет, что абхазы получили тяжелое вооружение от российской армии, а абхазы в свою очередь утверждают, что использовали трофейное вооружение, оставленное грузинской армией в Гаграх. В результате продолжительных и кровопролитных боев абхазским частям удалось занять стратегические высоты в окрестностях Сухуми и практически полностью блокировать город, поставив грузинский гарнизон в затруднительное положение. До сих пор является спорным вопрос участия российских войск в наступлении абхазской армии. В зоне конфликта действительно находились российские войска. В Гудауте находилась российская авиабаза, а в Сухуми батальон ВДВ, которые формально сохраняли нейтралитет. После того, как российские части стали подвергаться обстрелам, они получили разрешение открывать ответный огонь. Вплоть до конца лета 1993 года грузинские и российские части обменивались артиллерийскими и авиационными ударами. Насколько весомую помощь оказали российские артиллерийские и авиационные удары абхазам, сказать трудно из-за недостатка данных, но с уверенностью можно утверждать лишь то, что сухопутные части российских войск в боевых действиях не участвовали. Российский президент предпринял еще одну попытку примирить противоборствующие стороны. В Сочи между сторонами конфликта было подписано соглашение о временном прекращении огня.
Ради справедливости следует упомянуть о том, что абхазы согласились подписать перемирие лишь под давлением России. Грузинские источники утверждают, что в надежде на то, что подписанное перемирие будет соблюдаться, грузины вывели из Сухуми значительную часть находившихся там войск и существенную часть тяжелых вооружений, для транспортировки которых использовались корабли Черноморского флота. 16 сентября абхазские части при поддержке добровольцев из Конфедерации горских народов Кавказа, Кубанского войскового казачьего общества и батальона имени Баграмяна, состоявшего из этнических армян, проживавших на территории Абхазии, возобновили боевые действия, начав штурм Сухуми. Бои на улицах города продолжались вплоть до 27 сентября, когда абхазским частям удалось установить практически полный контроль над городом. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что после занятия города абхазами российский Черноморский флот обеспечил эвакуацию мирного населения, а также части грузинских воинских соединений. После взятия Сухуми абхазские части продолжили наступление, и уже к 30 сентября они сумели взять под контроль практически всю территорию автономии. Поражение серьезно подорвало боевой дух грузинской армии. Этим воспользовались сторонники свергнутого президента, которые активизировали свои действия против Государственного совета и сумели существенно расширить подконтрольные территории. Следует также упомянуть о том, что часть отступавшей из Абхазии грузинской армии перешла на сторону звиадистов. Таким образом, Государственный совет во главе с Шеварднадзе оказался в очень затруднительном положении, из-за чего ему пришлось попросить помощи у России в обмен на согласие вступить в СНГ. Россия, в свою очередь, настоятельно рекомендовала абхазам прекратить наступление. В итоге Государственный совет Грузии смог сконцентрировать все имеющиеся силы на подавление мятежа звиадистов. 14 мая 1994 года между руководством Грузии и Абхазии при посредничестве Российской Федерации было подписано соглашение о прекращении огня и разделении сил. Согласно этому соглашению, под контролем абхазского правительства оставалась вся территория автономии, за исключением Кадорского ущелья, которое контролировало грузинское правительство. Также вдоль реки Ингури была создана зона безопасности, которую контролировали миротворческие силы СНГ. На этом вооруженное противостояние между грузинами и абхазами завершилось. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.